Все очень просто. Не замечай зла, не говори о зле, живущем в других, не сохраняй вибрации, рожденных от созерцания критики и дурных событий. Этому и учил Будда. Замечая зло, человек помогает ему расти. Блестящая фраза. Очень правильная. Замечая зло, человек помогает ему расти. Во-первых, в нашем уме должен возобладать покой. Это фундамент. Это фундамент, на котором строится вся духовная работа. А потому все суждения, тем более осуждения по-любому, неважно по какому поводу, возбраняются. Ведь Иисус призывал своих учеников не судить ближнего. Призывал? Да? Во-вторых, замечая зло, возмущаясь им, говоря о нем, мы поддерживаем его. Мы внедряем его в сознание людей, мы его тиражируем. То есть мы поддерживаем эти формации энергии своего внимания. Странно, да? Казалось бы, его надо обличать, о нем надо говорить, оно должно уменьшиться. Напротив, оно тиражируется со стремительной скоростью. Со стремительной скоростью тиражируется. Сегодня все средства массовой информации и журналисты в самом прямом смысле паразитируют на зле. Они прочно внедряют его в жизнь. Они подпитывают его энергией внимания. Они заражают бациллами зла незрелые души и сознание тех, кто являются потенциальными выразителями зла. Если он еще потенциальный выразитель зла, то он им становится, напитанный извне. Там, где появляется падаль, слетаются стервятники, которые разносят эту заразу. Таким образом, вибрациями зла пополняется астральная помойка. А мы тесно соседствуем с этим миром. Враждебные силы там, все враждебные формации там питаются. Мы их подпитываем. Так вот, в советское время в нашей стране подобные вещи не тиражировались прессой. Да и зла как такового было в разы меньше, в разы, я подчеркиваю. Я просто знаю состояние дел вот в сфере криминогенной с 1973 года до 90-х уж точно. Вот. И это, безусловно, приносило положительные результаты. Локализация зла, а не его публичное тиражирование, лежит в основе профилактики преступлений. Серийные убийцы только множатся, несмотря на громкую огласку подобных дел. По поводу любой пьяной поножовщины или банальной квартирной кражи журналистами раскручиваются целые криминальные истории. Все это в целом создает питательную среду для совершения всевозможных преступлений, для приумножения зла. И в последнее время телевидение и пресса постоянно трахтят, например, о пьяных водителей, совершающих дорожные происшествия со смертельным исходом, но число их почему-то не убавляется. Вот и делайте выводы. Далее мать говорит: но критики возражают: если вы не видите зла, то не можете излечить его. Если вы оставляете человека с его ростом, он никогда не избавится от него. Так они оправдывают свое действие. Но Шри Аурабинда в своем афоризме на эту тему заранее отвечает на подобные обвинения. Человек не видит зла не по неведению или безразличию. Он может заметить его, но не желает участвовать в его распространении, дав ему силу своего внимания и опору сознания. Так вот, если человек фиксирует зло своим вниманием и придает ему эмоциональную или ментальную силу, то оно, это самое зло, в форме деструктивных вибраций, непременно попадает в пространство. Обязательно попадает в пространство. И там уже живет самостоятельной жизнью и становится заразительным началом для тех, кто является потенциальным носителем и выразителем зла. То есть множатся враждебные формации или враждебные силы. Понимаете механизм? Страшная вещь.
Человек, следующий по пути сознательной духовной эволюции, прекрасно видит все зло, творящееся вокруг. Видит, прекрасно видит. Но он принимает это как факт, как неизбежное явление в мире людей, которые пребывают в неведении. Но осуждением и обсуждением этого явления он не занимается. Это не наше дело. Мы не должны давать злу опору в сознании людей, пробуждая в них низшее витальное. Это ненависть, агрессию, которую, в свою очередь, все более сгущают, и без того мрачную астральную атмосферу на нашей планете. Вот и все.